Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Мы подготовили очередное видео, в котором я максимально подробно и быстро покажу, как заполнить анкету DS-260. Ее вы будете заполнять в том случае, если выиграли лотерею Green Card, а также для оформления других типов иммиграционных виз. Данная форма гораздо больше той, которую вы, скорее всего, заполняли для участия в лотерее, так что готовьтесь. Рекомендую посмотреть это видео дважды. Один раз для того, чтобы понять, какие документы и информация вам понадобятся, и второй раз вместе со мной пошагово заполнить всю анкету. Заполнять форму DS-260, как и остальные анкеты, необходимо только на английском языке и только на официальном сайте. Ссылку на него я оставлю под этим видео. Подача абсолютно бесплатная, и я настоятельно рекомендую заполнять ее самостоятельно и не передавать свои данные третьим лицам во избежание неприятностей. С нашей инструкцией вы справитесь без труда. Главное запастись терпением. Мы начинаем. Попав на официальный сайт, вы увидите два раздела – «Иммигранты» и «Неиммигранты». Нас интересует форма DS-260. Нажимаем на эту строчку. Вас перенаправят на страницу, где будет необходимо ввести номер Case Number. Это номер вашего дела. Для победителей в лотерее его можно посмотреть на странице выигрыша. Вводим номер и нажимаем кнопку Continue. Вы попадаете на страницу регистрации. В первую строчку вводим ваш Case Number. Далее вписываем фамилию, точно переписав ее с вашего загранпаспорта. Указываем дату вашего рождения в формате день, месяц, год. И переписываем номер подтверждения, который был вам присвоен после регистрации для участия в диверсификационной лотерее. Из списка ниже выбираем «Аппликант», подтверждая тем самым, что вы основной заявитель. Вводим проверочный код с картинки и нажимаем «Continue». На вас будет создана анкета. Далее в этом же меню вы сможете добавить и остальных членов семьи, которые будут подавать документы на иммиграцию вместе с вами. Но сперва заполняем данные на себя. Чтобы приступить к заполнению, нажимаем на красную надпись Not Started. На следующей странице вас будет ждать соглашение. Поставив галочку, вы обязуетесь предоставить полную и правдивую информацию про себя и зависимых лиц, а также выбрать город и страну, где будет проведено интервью. По умолчанию выбирается ближайшее посольство к стране вашего проживания, и если оно вам подходит, выбираем первый пункт. Если вы хотите провести собеседование в другом городе, стране или в США, выбираем другие пункты. Нажимаем кнопку Continue и переходим дальше. Приступаем к заполнению ваших персональных данных. Я напоминаю, что заполнять данные необходимо на английском языке. В первую строку вводим вашу фамилию, так как она указана в вашем загранпаспорте. Далее имя. Третий пункт – ваше имя и фамилия на родном языке. Отчество не вписываем, если оно не указано в загранпаспорте. Кстати, это единственный пункт, где вам понадобится вносить данные не на английском. Следующий вопрос – использовали ли вы когда-то другую фамилию? Если нет, ставим галочку на «No». Если у вас была девичья, религиозная или другая фамилия до текущей, выбираем «Yes» и вписываем эту фамилию. Далее выбираем ваш пол и текущее семейное положение. Заполняем дату вашего рождения, город, где родились, штат, область или район, к которому относится, и страну. Внизу каждой страницы, перед тем, как перейти на другую, обязательно сохраняйте все ваши данные, нажав на кнопку Save. Иногда вас может выбить из системы, или вы отойдете от компьютера, и весь несохраненный прогресс заполнения анкеты будет утерян. Сохранившись, нажимаем кнопку Next и переходим дальше. Выбираем страну вашего гражданства из предложенного списка и далее заполняем паспортные данные. Выбираем тип документа «Паспорт». Указываем его номер, который обычно состоит из букв и цифр. Из списка выбираем страну выдачи загранпаспорта. Вносим дату выдачи и срок истечения. Все эти данные можно найти на заглавной странице вашего загранпаспорта. Указываем, есть или было ли у вас другое гражданство, отличающееся от того, что вы указали ранее. Если да, указываем его. Если нет, сохраняемся и переходим на следующую страницу.
Далее заполняем информацию про ваше место жительства. Не обязательно быть прописанным, но обязательно проживать по данному адресу на текущий момент. Чтобы правильно вписать адрес на английском, воспользуйтесь правилами транслитерации из интернета или переведите страницу Google карт на английский и найдите ваш адрес. В первую строку вводим название улицы, дом и квартиру. Если эти данные вместились в одну строку, вторую оставляем пустой. Далее вписываем название населенного пункта, штат, область или регион, к которому относится ваш населенный пункт, почтовый индекс. Из предложенного списка выбираем страну, а также указываем месяц и год, когда вы начали здесь проживать. Далее потребуется указать все предыдущие места жительства с того момента, как вам исполнилось 16 лет. Если с 16 лет и по сей день вы проживаете по одному адресу, ставим «Нет». Если такие адреса имеются, выбираем «Yes» и точно так же заполняем необходимую информацию. Я очень рекомендую указывать все адреса правильно, даже если вы снимали квартиру не по контракту, так как в дальнейшем при заполнении или на интервью у вас могут возникнуть вопросы, и если будут выявлены несоответствия, в выдаче грин-карты вам будет отказано. Вписываем все необходимые данные, как мы делали выше. Если таких адресов несколько, нажимаем Add Another, вписываем все остальное и двигаемся дальше. Вписываем свой телефонный номер в международном формате. Если у вас есть второй и рабочий телефонный номер, указываем и их. Если нет, ставим галочки на Does not apply. Ниже вас спрашивают, использовали ли вы другой телефонный номер за последние 5 лет. Если да, указываем и его, в ином случае выбираем нет. Указываем ваш электронный почтовый адрес. И отвечаем на вопрос, использовали ли вы другой почтовый адрес за последние 5 лет, и переходим дальше. Несколько лет назад в анкету добавили пункт, где необходимо указать ссылки на ваши страницы в социальных сетях, которыми пользуетесь. Вам предложат указать страницы Фейсбука, ВКонтакте, Ютуба и других. Внимательно посмотрите весь список и укажите все. Если у вас несколько страниц на одном ресурсе, также рекомендую указать их все. Если какой-то платформы в списке не оказалось, в отделе Other Social Media ставим галочку на Yes и вручную вписываем сайт. Нажимаем Next и переходим дальше. Первый вопрос – совпадает ли ваш почтовый адрес с текущим местом жительства? Это спрашивают на тот случай, если по вашему адресу будет необходимо отправить письмо. Ставим галочку и двигаемся дальше. Следующий пункт самый сложный. Вам необходимо предоставить информацию о вашем адресе проживания, когда вы прибудете в Соединенные Штаты и куда в дальнейшем будет направлена ваша грин-карта. Да, вы не ослышались, вы еще не получили визу и уезжать будете минимум через полгода, но адрес у вас требуют уже сейчас. Тут есть много способов решения данной проблемы. Можно указать адрес родственников или друзей, которые проживают в Штатах, или поискать кого-нибудь на форумах про грин-карту. Люди часто помогают друг другу и предоставляют свои данные бесплатно или за вознаграждение. Этот адрес в дальнейшем можно будет изменить, отправив специальный запрос, а также сделать это по прибытию в США и попросить таможенного офицера изменить данные вашего почтового адреса. Однако я настоятельно рекомендую на данном этапе указывать правильный и точный почтовый адрес, потому что в дальнейшем вы можете забыть его изменить, или правила поменяются, и вы просто-напросто не сможете найти свои документы. Вся корреспонденция и документы от посольства США отправляются исключительно по почте. Итак, указываем фамилию и имя отчество человека, который проживает по данному адресу на текущий момент, а далее вписываем адрес. Выбираем Yes в вопросе «На этот ли адрес отправить вашу грин-карту?». Сохраняем нашу анкету и переходим дальше. В этой части анкеты заполняем данные на ваших родителей. Если у родителей нет загранпаспорта, имя и фамилию все равно указываем на английском языке в соответствии с правилами транслитерации посольства США. Ссылку на онлайн-транслитерацию я также оставлю в описании. По аналогии с вашими данными вписываем сначала фамилию, затем имя. Обратите внимание, если вы не знаете каких-либо данных своих родителей, у вас есть возможность нажать кнопку «Не знаю» (Don't know). Далее указываем дату рождения в формате день, месяц, год, город и страну рождения и отвечаем на вопрос, жив ли ваш отец. Далее точно так же заполняем все данные на вашу маму. Сохраняемся и переходим дальше. Если в вашем текущем статусе вы выбрали в браке, далее будет необходимо заполнить данные на вашего супруга. Заполняем фамилию, имя, дату и место рождения.
Далее указываем место жительства. В данном случае я поставлю «соответствует моему месту жительства». Указываем род деятельности вашего супруга и далее дату и место заключения брака. Отвечаем на вопрос о том, собирается ли ваш супруг эмигрировать в Соединенные Штаты вместе с вами. Сохраняем данные и переходим дальше. Следующая информация касается ваших предыдущих супругов. Если таких нет, ставим галочку на «No» и двигаемся дальше. Если это ваш не первый супруг, указываем количество предыдущих браков и заполняем данные на них. Указываем имя и фамилию, дату рождения, дату регистрации и окончания брака. Указываем причину расторжения брака, выбрав из списка. Вам предложат такие варианты. Признание брака недействительным, смерть супруга, другая причина и развод. А далее выбираем страну, где брак был прекращен. Переходим дальше. Тут мы заполняем данные на ваших детей. Согласно законодательству США и правилам лотереи, в этом пункте вам необходимо указать всех ваших детей в возрасте до 21 года от вашего текущего и предыдущего браков, даже если дети не проживают с вами. Также вы должны указать детей вашего нынешнего супруга от другого брака, даже если вы их не усыновили. Указывать нужно и тех детей, которые не планируют ехать с вами в США. Если среди вышеперечисленных у вас есть дети в возрасте 21 года и старше, их не указываем. Если детей нет или их возраст старше 21 года, пишем 0. Я же укажу одного. Вносим необходимые данные. Отвечаем на вопрос, проживает ли ребенок с вами. Если нет, указываем адрес проживания. А также собирается ли ребенок эмигрировать в США вместе с вами. Переходим дальше. Следующий вопрос. Были ли вы когда-нибудь в США? Если да, выбираем Yes. Следующая галочка. Выдавали ли вам регистрационный номер иностранца Департаментом внутренней безопасности? Скорее всего нет, так что выбираем No. Указываем 5 последних визитов. Вписываем дату прибытия в США и количество месяцев пребывания. Далее, выдавали ли вам когда-нибудь визу США? Если отвечаете «да», вписывайте дату выдачи, класс визы, номер визы и отвечаем на вопросы. Теряли ли вы визу в США или она была украдена? Аннулировали ли вам когда-нибудь визу? Отказывали ли вам в выдаче визы США или во въезде на территорию Соединенных Штатов? Если да, указываем причину и дату. Если нет, двигаемся дальше. Вы, наверное, устали, но не волнуйтесь, большая половина пройдена. В этой части анкеты указываем информацию о работе и учебе на данный момент. Выбираем основное занятие и вносим название организации, работодателя или учебного заведения. А затем вносим контактные данные. Далее отвечаем на вопрос, есть ли у вас другое занятие на данный момент. Выбираем предполагаемую сферу деятельности на территории США и двигаемся дальше. Тут отвечаем на вопрос, была ли у вас предыдущая работа. Если да, вносим всю необходимую информацию. Обязательно укажите все ваши предыдущие официальные работы в хронологическом порядке. Итак, вносим название организации, адрес, индекс и телефонный номер, а также название вашей должности, фамилию и имя руководителя, период вашей работы. Далее отвечаем на вопрос, проходили ли вы обучение в заведениях выше, чем средняя школа. Если да, нажимаем Yes. И выбираем из предложенного списка соответствующий пункт вашему высшему образованию. Ставим количество оконченных заведений, кроме школы. И вносим все необходимые данные. Название учебного заведения, адрес, факультет, тип диплома, а также дату поступления и окончания учебного заведения. Сохраняем данные и переходим дальше. На этой странице заполняем данные про путешествия в другие страны за последние 5 лет. Это, кстати, единственный раз, когда мы пожалели о том, что так много путешествовали, ведь за последних 5 лет мы побывали более чем в 50 странах и реально устали их добавлять. Вписываем все страны, где вы побывали. Далее ряд вопросов. Проходили ли вы службу в армии? Если да, указывайте страну, род войск, ваше звание, специальность, а также дату начала и окончания службы. Участвовали или работали в социальных или благотворительных организациях.
Обладаете ли вы навыками обращения с огнем, взрывоопасными биологическими, химическими или радиоактивными веществами? Являлись или являетесь ли членом отряда боевиков, повстанческих или партизанских организаций? Можете ли говорить или читать на языке, который не является родным? Если да, указываем языки, например, английский. Сохраняем данные и переходим дальше. Следующие страницы касаются безопасности и здравоохранения. Первый вопрос. Болеете ли вы опасными заразными общественными заболеваниями, например, туберкулезом? Далее, есть ли у вас документы, подтверждающие наличие всех необходимых прививок, согласно законодательству США? Скорее всего, нет. Но не переживайте, во время медкомиссии перед интервью вам обязательно сделают недостающее. Ставим «нет» и указываем, что на данный момент имеете все необходимые прививки согласно законодательству вашей страны. Далее отвечаем на вопрос, были ли у вас психологические или психические расстройства, а также были ли вы когда-нибудь наркозависимыми. Сохраняемся и переходим дальше. Чтобы не тянуть время, забегая наперед, скажу, на остальные вопросы раздела безопасности исчерпывающее большинство людей отвечает «нет», поэтому далее я поставлю везде «нет». Однако полный перечень вопросов и их перевод для вашего спокойствия и уверенности вы найдете в конце видео, так что не переключайтесь. И учтите, если в одном из пунктов вы поставите «да», будьте готовы к тому, что вам придется предоставить полную информацию о причине, а также будет существовать вероятность того, что вам откажут в выдаче грин-карты. Пролистав и отметив все пункты, переходим к заключительному. Номер социального страхования. Номер социального страхования или CNN – это уникальный номер, который присваивается гражданам и резидентам Соединенных Штатов. Основное предназначение данного номера – это налоговый учет. Но на самом деле в Соединенных Штатах этот номер важнее любого другого документа, так как в его электронную базу вносятся все ваши данные, от фамилии и кредитной истории до ваших штрафов за неправильную парковку. Позже мы запишем отдельное видео про CNN. Данный номер вам могли присвоить также, если вы пребывали в США по программе Work and Travel или рабочей визе. Не путайте его с идентификационным номером вашей страны. Если нет, то ставим галочку на No и двигаемся дальше. Вас просят, хотите ли вы сделать запрос в администрацию социального страхования для получения CNN. Тут я советую выбрать Yes. И последний вопрос. Соглашаетесь ли вы предоставить всю необходимую информацию из этой анкеты Департаменту безопасности и другим государственным учреждениям, которые ее запросят для выдачи CNN? Если вы выберете «Нет», данный номер вам выдать не смогут. Сохраняем и переходим дальше. Попадаем на страницу подписи и подтверждения ваших данных. Отвечаем на вопрос, помогал ли кто-то заполнять анкету. Выбираем «Нет». Вводим свой номер кейса, номер паспорта и проверочный код с картинки. Нажимаем кнопку Sign and Submit Application. Далее появится информация о том, что вы успешно подписали и зарегистрировали вашу анкету. Нажимаем Next. И попадаем на страницу окончания регистрации. Вы увидите форму, которую будет необходимо сохранить. Ее нужно распечатать и принести с собой на интервью вместе с остальными документами. Для этого нажимаем на кнопку Print Form DS260 и сохраняем ее на компьютер. В следующий раз, когда вы зайдете на главную страницу своей учетной записи, увидите, что ваша анкета успешно заполнена. Далее, если вместе с вами эмигрировать будет супруг или дети, необходимо будет заполнить точно такую же форму и для них. Да, я знаю, что вы уже заполняли частичную информацию в вашей анкете, но теперь необходимо будет заполнить целую подробную форму DS260 на каждого. Для этого нажимаем на кнопку Add Applicant. И во всплывающем меню выбираем, кем является данный человек. Я выбираю супруг. Вписываю все необходимые данные и приступаю к заполнению. Вот так будет выглядеть главная страница вашей учетной записи, когда вы заполните анкеты на всех членов семьи. И напоследок, как я обещала, вот перечень вопросов из раздела Security Background и их перевод на русский язык.
Итак, поздравляю, вы справились. Да, это было непросто. Признаться честно, чтобы разобраться во всех пунктах самостоятельно, у нас ушел не один час. Надеюсь, с нашей подробной инструкцией вы справились гораздо быстрее и не наделали ошибок. Поддержите наш проект, подпишитесь на канал, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. Расскажите в комментариях, сколько времени на заполнение анкеты потратили вы. Далее мы запишем такие же подробные инструкции для анкеты для туристической визы и не только. Так что зовите друзей и оставайтесь с нами.